Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Август. И к чему все идет? Давайте узнаем подсказки карт. Август месяц, он такой многоликий. И если начало у нас более спокойное, в таких неспешных, неторопливых энергиях, это будет за счет ретро-меркурия, который будет до 10 числа в обратном движении. И это не тот период, когда нам нужно ускоряться, даже если мы очень захотим. Будем настаивать где-то, да, или стараться что-то сделать побыстрее. Скорее всего, нас все равно может словно отбросить назад. Поэтому прекрасное время для отдыха, для личной жизни. Может быть, совершить куда-то поездку, побаловать себя. Или банально дома что-то навести порядок. Или, ну вот, быть несколько на своей волне. Но уже середина месяца постепенно ритм набирает свои обороты, а к концу месяца вообще может ускориться. И вполне вероятно, вам куда-то придется или съездить, отправиться по тем причинам, которые вы прежде не предполагали, или вы сами спонтанный какой-то маршрут себе наметите, потому что надоела какая-то рутина. Вот, причем это будет именно спонтанно, не так, как вы что-то планировали. Хотя это может быть также связано по работе или с какими-то обстоятельствами, внезапными новостями, информационным потоком, который тоже прежде мы даже и не предполагали, а здесь вот начинаются какие-то ускорения. И солнце у нас во льве, волшебное время, любовь в первую очередь. Причем не та любовь, которая в образах и такая платоническая, в мечтах. Нет, это любовь чувственная, страстная, со шквалом эмоций. Может быть, таких полярных, разных, от разочарований до восторга и восхищений. Это могут быть и романтические какие-то авантюры, новые знакомства. И Марс в весах– это тот период, когда нам придется, конечно, держать баланс. Но самое главное, этот баланс, он должен быть направлен не на то, чтобы с элементом перфекционизма какой-то свой план выполнить. Нет, а для того, чтобы быстро перестроиться на какую-то новую плоскость или на какой-то другой вопрос, перейти на другую тему. Нам придется, все же Уран в Близнецах, он нас готовит к последующему периоду, который будет осенью, и нам придется, скорее всего, либо использовать другие методы, либо адаптироваться к какой-то ситуации. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот что-то подобное может быть. И разворачиваются события. В последующем, я так могу предположить, осенью еще что-то будет более интересное или даже ускоренное. Ну, вот такой август нас готовит, как будто или учит быть в новых энергиях, что-то не отложить на потом. Или переключиться с того вопроса, который мы считали, ну, будет правильно вот именно завершить, довести до какого-то логического конца. Повторюсь, мои дорогие, тут не упустить время самое главное, потому что по-разному могут приходить возможности. Я вас приглашаю на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео, потому что иначе видео будет безразмерным. Перейдите, прочитайте для своего знака зодиака по асценденту. Я думаю, подсказок будет больше. Мы идем вперед. Начало августа. Какие энергии? С чем это связано? И вторая половина месяца. Вторая половина. Чего ждать? Или что вас ждет? Какие двери будут открыты? Потому что это у нас колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Вот давайте будем узнавать. И каковы ключи? И к чему все идет? Как связать первую, вторую половину месяца? С чем это будет для вас сопряжено? Или чем вам придется заниматься. Следующая карта у нас будет касаться перемещений, поездок, путешествий. Ваши достижения, планы, проекты. И последняя карта, что будет дальше. Имеется в виду с заходом на сентябрь. Что ж там в августе? Все то, что я говорила, аркан повешенный. Тут не происходит что-то очень быстро. Но для отдыха прекрасное время. Для тех, кого мы знаем, хорошо знакомы. Эта карта часто олицетворяет семью или наших родственников, или тех контактных лиц, которых мы рады видеть, рады слышать.
что-то приятное. Может быть, кто-то и к вам засобирается. Такое я могу тоже предположить. И у кого-то так, что раньше вы планировали куда-то поехать, а тут человек к вам засобирается приехать, и вы будете ждать. Но по аркану повешенный, знаете, тут будет еще такой момент, есть желание, как будто вот этот человек, да, если мы говорим, двери открыты или закрыты. По шестерке кубков нет закрытых дверей. А здесь мы сами себя погружаем в этот куб, как будто хотим что-то продемонстрировать. Вот эти энергии Августа, они нас не призывают что-то демонстрировать, как будто может не хватить воздуха. Или есть и люди, которые за вами наблюдают. Есть какая-то, может быть, и пауза в отношениях, и тогда, если для вас действительно по части личной жизни важен человек, то тут не демонстрация, скорее всего, отойти, может быть, от собственного шаблона. Потому что воздуха может не хватить, или терпения может не хватить, может быть, и у вас, а может быть, и у другого человека. Иногда эта карта будет символизировать, ну, действительно, период некоторого застоя. Есть еще и другое значение. Это мы, может быть, и хотим какой-то вопрос решить. Это то, что я говорила до видео. А тут ты ничего не ускоришь. Но есть и старший аркан. Значение как жертвенности. Поэтому жертвовать собой ни в коем случае нельзя. Даже в отношениях. Это вы можете чувствовать, кстати, да. Что вы соглашались на какой-то, может быть, проект, на какие-то отношения. Но может быть, как по тройке мечей для кого-то из вас, это не закончилось продолжением. Или теперь оно закончилось разочарованием. Но правда, вот по части тех людей, которые вам знакомы, здесь какая-то происходит не то перестройка, не то, может быть, это и важные какие-то договоры, разговоры, переговоры, выяснение даже отношений. Вот, кстати, я такое тоже могу предположить. И, знаете, держите, в принципе, марку, потому что шестерка кубков, с одной стороны, есть пауза, с другой стороны, по тройке мечей, мы чем-то недовольны, мы тут можем разозлиться. И, кстати, закрытых дверей тоже нет. Это мы во власти чувств. Поэтому вот смотрите, такие чувства, которые могут то окунать вот в этот куб с водой, то наоборот вызывать какое-то негодование, раздражение, потому что вы с чем-то явно не согласны. А тем не менее, шестерка кубков – очень добрая карта. Кстати, должна сказать, иногда шестерка кубков – это как ностальгия. Ностальгия по тем отношениям, которые, может быть, были когда-то прежде, но они утрачены. Или вы знаете уже теперь, что человек не придет. Вот воспоминания по ретро-меркурию запросто могут нахлынуть, мои дорогие. И тут будет важно не потерять голову, потому что реальность как будто она другая. И тем не менее, будьте добры, милосердны к самим себе. Вторая часть месяца. Вы можете и сами где-то замыкаться. Хотя у вас, мои дорогие, с Луной как раз совершенно по-другому. И для вас это будет в первую очередь означать интуицию слушайте. Она вам будет давать правильные подсказки. Есть по этой карте еще и значение, как будто мы должны попасть вот за эту дверь. Это у нас изображена дверь, как вход в Пизанскую башню, поэтому и дверь под наклоном. Есть какое-то место, может быть, для кого-то и уединения, или ожидания, или того места, где вы находитесь. Здесь у кого-то может быть буквально связано даже с тем, вот я уже смотрю на эти карты, вы куда-то можете поехать и, допустим, подзастрять в каком-нибудь аэропорту, вокзале из-за отложенных рейсов, вот чего-то подобного. Это вынужденное ожидание. И тогда место вашей безопасности, тогда карта говорит, избегай толпы. Я должна такое предупредить, потому что хоть и ваше светило, мои дорогие, но тем не менее по аркану Луна нам говорят, береги себя, меня несет толпа, есть такая фраза. И за ней стоят не самые лучшие вещи. Поэтому самое правильное, если вы случайно оказываетесь в толпе, то вам в другую сторону. Как будто вот в это место безопасности вам обязательно нужно попасть. И, в принципе, нет замка, но есть страж дверей. Это хамелеон. Вам для какого-то дела, для какого-то вопроса придется договариваться с хамелеонами вторая половина августа. И тогда у вас будет победа. Вот правда, тут, понимаете, не замышлять что-то не надо. Или, ну, не строить какие-то обидки. И в то же время не демонстрировать, уходя от какого-то диалога, понимаете? Потому что через, ну, может быть, отчасти манипуляции. А другого не остается, хамелеон.
Попробуй ты с ним договорись. Но это вас ведет к победе. Вот такие неоднозначные энергии. Очень интересно, да. Вы ведь тут можете по работе, по вашему бизнесу, по деньгам, что-то такое, знаете, так и хочется мне сказать, провернуть такое удивительное, вы останетесь более чем довольны. Может, для кого-то это начальный проект, первые шаги по части заработков вашего нового, или дополнительный доход, или новый вид творчества. Тут так или иначе по шестерке жезлов идет победа, а потом идет продолжение. И восьмерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги. Но еще и по этой карте проходит рутина, и карта говорит: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но я думаю, вот вы как раз очень терпеливый, более чем. Видимо, это терпение в настойчивости, а не в демонстрации. Может быть, и какая-то тема у вас нерешенная, и вас, так знаете, как саднит, раздражает вот по тройке мечей. Но нам ведь всегда говорят, что это уже осталось в прошлом. Поэтому если, к примеру, для вас важен человек, а вы думаете, что человек должен, предположим, первый откликнуться, мои дорогие, не упустите какую-то возможность в начале августа. И пусть для кого-то это личная жизнь, ну а для кого-то это вопросы работы. Давайте попробуем соединить начало и окончание. По жезлов, правда, тут вы можете получить какую-то информацию. Или, словно гонец, вестник вам может принести какое-то письмо, может быть, и пакет. Иногда такое тоже проигрывается. Но и по пажу жезлов это все-таки мы определяемся как будто с направлением. Мы решаемся на что-то. И это может символизировать некоторый выбор, мои дорогие. Но это все равно как начало чего-то, как с чистого листа. Тут, правда, информации может быть много. Может быть, середина уже где-то августа будет этим этой информацией насыщена. Вы можете случайно что-то узнать, разведать и быть даже удивлены, а то и шокированы. Я такое допускаю. И кто знает, для кого-то проиграется королева кубков, ведь это вообще-то ваша карта. Но это еще и карта ожидания. Это карта образов. Иногда бесплодного ожидания, мои дорогие. Ну, правда, должна сказать. Поэтому тут вы о человеке каком-то можете что-то узнать, услышать, и причем изменить мнение на 180 градусов. И у каждого тут по-своему. У кого-то со знаком плюс, у кого-то, я допускаю, и со знаком минус. Ну, тогда вы будете точно понимать, как вам нужно действовать. Я все же больше вижу, что со знаком плюс, потому что паж жезлов может символизировать о своеобразной новой точке отсчета. Именно потому, что вы, может быть, прежде, вот даже если на личную жизнь мы смотрим вот эти три карты, ну, поссорились, не нашли взаимопонимания. Каждый остается на своей волне. А тут какая-то новость, может быть, даже кем-то сказанная фраза, она производит такую метаморфозу в вашем сознании. И вы начинаете видеть человека совершенно с другой стороны. И вы сами будете отходить от прежнего мировоззрения, шаблона, потому что вы где-то на перепутье, да, между первой и второй половиной августа можете как раз и узнать что-то подобное, когда вы именно были в чем-то неправы. Может быть и так. И это не есть, что вас кто-то обвиняет. Нет, это внутренняя именно перезагрузка. Когда мы считали, ну, допустим, один какой-то метод абсолютно верным. Или когда мы будем действовать одним способом. А тут мы понимаем, будем действовать так, ничего не добьемся. Будем бесконечно ожидать. И вот вы здесь что-то переигрываете, перестраиваете, словно меняете игру в покер на партию в шахматы, так и хочется сказать. Именно потому, что вы видите целесообразность, мои дорогие. И вот, наверное, карта Луна как раз это и символизирует переход от тройки мечей вот к тем энергиям, когда мы больше тут уже способны договариваться. Потому что зыбко, непонятно, по Луне тысяча неопределенностей, но карта говорит, выглянет солнце и все встанет на свои места. Видимо, это солнце точно светить вам будет ярче ближе к концу августа. По крайней мере, я вижу возможности. Ваша задача не упустить. Поездки, переезды, перемещения. По восьмерке мечей это внутренние страхи или карта искаженного восприятия. Оставьте свои страхи на полке.
причем где-нибудь такой далекой полке. Вас не должно сковывать какое-то, может быть, прежнее фиаско. По восьмерке мечей это всегда, знаете, или из-за усталости у нас такое возникает, и тогда нужно отдохнуть. Не перевернуть себя в этот куб, или, допустим, уйдя даже в отпуск, начать там какие-то грандиозные дома, ну, ремонты или что-то такое очень, знаете, емкое. Нет, тут надо привести мысли и тело в порядок, это точно. Люди уставшие делают ошибки, и иногда именно из-за усталости у нас наступает эмоциональное выгорание, апатия, вот это вот все то, что приводит потом в конечном итоге к этой восьмерке мечей. Так и что же там у вас на поездке переезда, мне хочется еще. А вот смотрите, вы как будто мыслите по одному шаблону. Может быть, это вы намеревались ехать в одно место, а туда как путь закрыт. А на самом деле либо путь закрыт, потому что, к примеру, вы не можете оформить какой-то документ, или разговаривая с конкретным чиновником, и не получится договориться, а вам нужно как-то действовать по-другому. Вот мы только с вами об этом говорили. И здесь очень так наглядно нам прорисовал художник, что же происходит по десятке жезлов. Человек толкает стеклянную дверь, а дверь открывается легким таким движением, потянуть ее нужно на себя. Она открывается в другую сторону. И никто ведь не придет на помощь. Тут мы сами должны увидеть, что какой-то вопрос решается легче. Или когда мы, возможно, все же десятка жезлов, это когда мы себе сами создаем какую-то многозадачность. Или сами себе какие-то трудности создаем, потому что взяли слишком много обязательств. Много на себя берешь, эта карта тоже говорит. Поэтому и усталость, и уже искаженное восприятие. Так а что же так вот я и не понимаю? На поездке вас как будто сковывает, вы сами сковываете. Но вот прежде чем вы отправитесь, и, кстати, нулевой аркан – это о поездках, путешествиях в новые места, или пусть это даже будет связано с документами, значит, все то, что я сказала, это какая-то альтернативная возможность эти документы оформить, если это связано с перемещением. Ну, может быть, у кого-то виза, да, и вот не так просто получить. Значит, есть возможность все равно. Рассматривайте все варианты, вам чего-то нужно не упустить. Мы, если застрянем в шаблоне, вы, мои дорогие, тут можно себе таких мраков нарисовать. А на самом деле, что десятка жезлов, что восьмерка мечей, это ни разу не говорит о том, что вас что-то сдерживает. Не мешайте сами себе. И на путешествие, может быть, даже в новом направлении, или какие-то новые возможности, как с нуля. Да, осмотрительным быть стоит. Но, тем не менее, для кого важно или есть желание? Я еду куда-то, да, допустим, то вы обязательно отправитесь. И найдете, поверьте, не один вариант. Ваши достижения. Радость. Ну, видимо, проходя какой-то период трансформации, причем такой внутренний, я не вижу, что тут, опять же, что-то вам мешает. Тут наоборот, вам пространство, вселенная вовремя двери какие-то открывает. Или новая информация, может быть, к вам приходит, или возможность. Вас может подстраивать или подталкивать вселенная к принятию какого-то решения. И если, словно дверь куда-то закрылась, мы же думаем, надо еще раз попробовать туда пробиться, да? А нам говорят, если перед тобой эти двери закрытые, ты можешь попробовать, но только лишь для того, чтобы знать, стоит ли ждать человека, например, или стоит ли ждать какого-то взаимодействия с человеком, и неважно, личная жизнь, работа, по крайней мере, ты будешь знать правду. И тогда бесплодное ожидание может закончиться. Или тогда какие-то надежды. Ну да, даже если они рушатся словно, ну так тогда мы видим и понимаем, что, хорошо, в этом направлении не могу идти, да и не надо, пойду в другое. Мы быстро переиграем что-то, перестроим. И возможности как раз вам Вселенная, высшие силы посылает. В конечном итоге тут на ваши достижения какой-то прорыв, хотя у кого-то и в личной жизни вот этот прорыв, когда вы проходите вот этот период тысячи неопределенностей, но в конечном итоге сохраняете ваш союз. Сумеете договориться, даже если ну, для кого это актуально, если была какая-то ссора, по крайней мере, на достижение, вас что-то будет радовать по части бизнеса, работы или карьеры тоже. Просто чувственная карта вам выпадает на сферу дела, работа, бизнес или ваши честолюбивые планы. Ладно, что же дальше? Карта заслуженного успеха. У вас две карты победителя. Три.
даже, да? Это на личную жизнь. И это уже немало, поверьте, не всегда, не в каждом прогнозе такое бывает. Но здесь у нас пространство, эфир, интернет этой поездки, переезды. Опять же мы что-то переигрываем, словно отправляемся от старого прежнего берега, где все безжизненно. Ничего не цветет, не растет. Все, что могли, мы там взрастили, посадили. И уже, может быть, этот опыт мы прошли не единожды. Вот наша дорога только вперед отсюда, с этой точки, с этой позиции. И это мы смотрим заходом на сентябрь. Вы с чем-то определяетесь, мои дорогие, в августе. И это в сторону вашего прогресса. Вот этот успех, он к вам придет. Может быть, медленными такими осторожными шагами. Не про скорость. Нам ни одна карта скорости не выпала. Поэтому вполне вероятно, это даже начав что-то изучать. Это не есть ради любопытства. А как-то вы эти знания, у кого-то это может быть иностранный язык, у кого-то язык программирования, или каким образом я могу работать как вторичный доход. Вы можете делать первые шаги. А на первых шагах у нас все пробуксовывает, это правда. Мы ведь не имеем никаких навыков, мы только, ну, как новичок в этом вопросе, мы только пытаемся что-то изучить, понять, как вообще алгоритм какой-то работает и какие правильные действия наши будут. Поэтому пока мы разберемся, что там правильно, что неправильно, мы тоже изучаем какой-то процесс. Может быть, у кого-то, кстати, продолжение знакомства иногда с человеком, который на расстоянии. И вполне вероятно, кто-то из вас будет планировать на сентябрь поездку куда-то еще. Так или иначе, дорога к успеху просто у каждого из вас будет как-то по-своему. Самое главное, что прогресс и перспективы. И это идет с заходом уже на сентябрь. Значит, даже как путаница какая-то, из которой вы, может быть, пытаетесь вот выйти, да, или какой-то вопрос решить. Самое время. Это будет август. Потому что потом жизнь наша может, кстати, ускориться. Примите это к сведению. Мы говорили уже в августе, постепенно ритм набирает обороты, жизненный именно темп, ритм. И, может быть, то, что вы решите сегодня, вы для себя высвободите пространство в будущем, когда не придется оглядываться назад и где-то там наспех что-то решать. Перекладывайте на себя. Я благодарна за то, что вы смотрите видео. Я благодарна за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.